Дорогие друзья, чтобы понять, кто такие персонажи заговоров различных культур, нужно сначала посмотреть и изучить вообще тайну заговоров. Советую вам посмотреть мои лекции «Тайна заговоров», «Тюркские элементы в русской магии». Вот эти две лекции объемные, они вам помогут во многом. Итак, сегодня я подарю вам ритуал. Схожие ритуалы бывали, может, и встретиться где-нибудь. По технике схожие. Естественно, здесь совершенно заговор весь мой и моя работа. Обращение к зеркальной силе, а вообще к духу древних ведьм для того, чтобы получить от них часть той удачи, которым они обладали. Поскольку если бы они не были удачливы в колдовстве в своем деле, естественно, они бы не остались в веках, еще бы не остались как персонажи заговоров. Саламонида и Саломея. Спорный вопрос. Вообще, некоторые источники говорят, что Саламонида или бабушка Саламонидушка была прабабушкой Христа, матерью его бабушки Анны и бабушкой Марии, которая родила Христа. Это в христианских, скажем так, заговорах, переделанные под христианские. Однако Саламонида или Саламонидушка, она более древний персонаж. И используется для лечения грыжи. Вызывается сущность, сила. Персонализация называется. Это когда сущность или силе дается определенное название, определенные черты человеческие, и тысячелетиями призывается эта сущность. Естественно, она уже сильна, и она приходит помогать. Точно так же, как и сущность черного кота, например. Итак, Саламонида. Она в основном выступает как целительница для лечения, для снятия заговоров от болезней, от всяких там бессонницы, грыжи и прочее, прочее. Она есть целительница. Но есть второй персонаж, чем-то схожий по имени, абсолютно другой. Саломея. Некоторые глупо полагают, что Саломея – это про ту самую Саломею, которая была дочерью Ирода Великого, и по просьбе которой обезглавили Иоанна Крестителя. Мол, она как-то провалилась в лед, и лед отрезал ей голову точно так же, как и по ее велению была отсечена голова Иоанна Крестителя. Чушь собачья. Почему? Потому что Саломея стала царицей Киликии, а именно Армянского царства, и благополучно прожила до 80 лет, оставив большое потомство. Ни в какой лед она не проваливалась. И когда христиане появились первый раз в Киликийском царстве, Саломея оказала им помощь. Видимо, чувствовала какую-то вину, что ли, за собой. Но, по крайней мере, она запретила их преследовать, поскольку тогда имела определенную силу власти. Она была правительницей уже при малолетнем сыне после смерти мужа. Поэтому, не зная историю, как бы сочинять, придумывать можно всякое. Но Саломея, ведьма, совершенно не имеет никакого отношения к Саломее, дочери Ирода, падчерице Ирода, дочери его жены Иродиады. Саломея ведьма была отшельница. По разным рассказам она была одноглазая. По крайней мере, во всех определенных, скажем так, заговорах она выступает как ведьма, которая одним глазом спала,
другим глазом зрела, смотрела. Ее призывают для помощи наказания врагов, ее призывают для удачи. Считалось и считается, согласно легендам, что она была очень богатая ведьма, что к ней шли караваны с востока, даже волхвы приходили с поклоном для того, чтобы у нее спросить совета, попросить какой-то чудотворный заговор для своих работ на Востоке. И взамен ей приносили алмазы, жемчуга и так далее. Я еще несколько вам дам ритуалов с Соломеей. Вот прям тут отмечу, раз уж вспомнила. Именно на богатство эта ведьма нацелена. Богатство, удача и так далее. И наказание врагов. Теперь призыв Соломеи ворожей для помощи в делах и для удачи и денег. Проводить нужно ночью, желательно после 12, то есть 00, и до 4. Ну, в этом промежутке. Можете прочитать каждый день, зажечь свечу, держать в руке, глядя в зеркало, которое висит на стене. Ни в коем случае она нигде не лежит, ни на столе. Она должна висеть на стене, потому что тогда открывается зазеркалье. Читать 6 раз. Принести свечу, поставить на стол, чтобы свеча догорела. Огарок свечи на следующий день 6 монетами отнести и оставить под деревом и говорить: откупаюсь от Соломеи ворожеи и получаю то, что попросила. Отвернитесь и уходите. Через некоторое время вы заметите, что ваши финансы начнут увеличиваться. Чем чаще будете это делать, это не тяжелые, не трудные работы, тем больше выгоды и прибыли вам. Одно но. К этому зеркалу в этот день подходить нельзя. Вот начитали до утра, то есть пока светло не станет, к этому зеркалу не подходить. После этого можете делами заниматься, не обязательно лечь спать. Но к зеркалу этому не подходить. Она сохраняет энергию этой удачи. Открывается зазеркалье, вы обращаетесь к ее душе. Итак, начнем. О Соломея ворожея, одним глазом спишь, другим глазом зришь. Ты жила-поживала, ворожила, колдовала, ты ни в чем нужды не знала. Счастье с мира собирала, себе даровала. Удачу и везение у всех отбирала. Золото и деньги, меха до шелка себе забирала в свои закрома. Соломея ворожея, подари свою удачу и денежное везение сверху в придачу. Знаю я тайну тьмы и света, через духов древних тебя прошу об этом. Забираю у тебя, Соломея ворожея, удачу, везение в делах и в деньгах. У тебя забираю, а сама отныне в достатке и в деньгах, и в удачных делах, в мехах и в шелках проживу свой век, отныне и до веку. Сказано, сделано, заклято, заклято, заклято. 6 раз. Можете хоть каждый день это делать. Потом поставить свечу. Когда уже практически догорело, чуть-чуть осталось, можете потушить. На следующий день вынести 6 монетами. Сказать слова откупа, как я говорила. А результат не заставить ждать. Как всегда. Думаю, говорить нет нужды. Всем удачи!